Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим очень дырчатые, нежные, тонкие и ажурные блины на кефире. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающая хозяйка. Блинчики очень нежные на вкус. Их можно фаршировать или подавать с вареньем, сгущенкой или медом. Для приготовления нам понадобится кефир, сахар, соль, сода, мука, горячее молоко и растительное масло. В сотейник выливаем пол-литра кефира и ставим его на маленький огонь. Добавляем к нему пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 яйцо и тщательно перемешиваем. Блинчики по этому рецепту получаются сладкими. Если вы хотите начинить их соленой начинкой, рекомендую уменьшить количество сахара. Добавляем в смесь пол чайной ложки соды и тщательно перемешиваем. Доводим массу до теплого состояния. После того, как мы добавили соду, смесь увеличится чуть в объеме. На поверхности появится много мелких пузырей. Эта сода дает реакцию при контакте с теплым кефиром. Перемешиваем буквально 30 секунд и убираем с огня. В это время я ставлю молоко на огонь, чтобы оно подогрелось. Выливаю кефир в миску и постепенно ввожу муку. Обычно на это количество продуктов уходит 230 грамм муки. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Все зависит от муки, которую вы используете. Перемешиваем до однородности. Вот такое тесто получилось. Добавляем к нему 2 столовые ложки растительного масла. Теперь вводим пол-литра горячего молока и тщательно перемешиваем. Тесто получилось довольно жидким, пусть вас это не смущает. Блинчики в итоге получаются очень тонкими. На сковороду наливаем немного растительного масла. Сухой салфеткой убираю излишки. Выливаем тесто, равномерно распределяем его по сковороде. Сразу видим, как на поверхности блинчика появляются маленькие дырочки. Блинчики очень тонкие и мягкие, поэтому я приловчилась переворачивать их по своему методу. Проходимся лопаткой по краю. Приподнимаем руками блин до половины. Затем повторяем с другой стороны. Теперь можно переворачивать с помощью лопатки. Если у вас есть замечания по этому поводу, пишите свои идеи в комментариях под видео. Обжариваем с другой стороны до румяности и складываем готовые блины стопкой друг на друга. Остальные блины готовим также. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 20 блинчиков. Они очень вкусные и мягкие. Посмотрите, сколько дырочек. Они буквально светятся. Кроме того, блинчики очень тонкие. Подаю я их обычно с сгущенным молоком, вареньем либо медом. Сегодня готовим нежные и мягкие блины с сыром и ароматным укропом. Преимущество их в том, что к блинчикам не обязательно готовить начинку. Они получаются очень насыщенными и вкусными. Зелень может быть любой. Подойдет петрушка, укроп, зеленый лук или даже кинза. Для теста нам понадобится мука, молоко, твердый сыр, яйца, растительное масло, чеснок, зелень, сахар, разрыхлитель, соль. Для начала необходимо заняться тестом. В глубокую миску вбиваем 2 яйца. Добавляем соль, сахар. Советую много соли не добавлять и ориентироваться по вкусу сыра, который вы будете использовать. Взбиваем вилкой или венчиком. Молоко немного подогреть. Не доводить до кипения, оно должно быть теплым. И влить в яичную смесь, примерно 200 грамм. Все тщательно перемешать, чтобы масса получилась однородной.
Муку просеиваем с разрыхлителем и постепенно вводим в тесто. Если будут образовываться комочки, тесто можно оставить на 3-5 минут, а затем снова взбить. Комочки разойдутся, а тесто получится полностью однородным. Добавляем оставшееся молоко. Тесто получится жидким, но пусть это вас не пугает, так как мы будем еще добавлять сыр. Оставляем в сторону и займемся начинкой. На мелкой терке натираем сыр. Если сыр соленый, возможно, солить тесто и не нужно будет. Зелень вымыть, немного просушить и измельчить. Использовать можно не только укроп, как в данном случае, но и любую другую зелень, в том числе и сушеную. Добавляем в тесто сыр, зелень, тщательно перемешиваем. При желании в тесто можно добавить измельченный чеснок. Чтобы блины хорошо снимались со сковороды, необходимо добавить растительное масло. Все как следует перемешиваем. Тесто должно быть немного жидковатым, однородным и без комочков. Смазываем сковороду небольшим количеством растительного масла, только для первого блина. Излишки убираем салфеткой. На хорошо раскаленную сковороду налить тесто и обжарить блинчик с двух сторон до золотистого цвета. Если при попытке перевернуть блинчик рвется, дайте ему еще немного времени поджариться. Готовые сырные блинчики с зеленью получаются довольно жирными, поэтому я никогда не смазываю их сливочным маслом. Приготовленные по этому рецепту сырные блинчики с зеленью можно подавать с любым соусом или начинкой по вкусу. Они невероятно вкусные, особенно горячими, а также прекрасно смотрятся на столе. Как правило, это десерт со сладкой начинкой, но тесто настолько универсальное, что начинки можно менять по своему вкусу. Я решила приготовить с курицей, грибами и сыром. Блюдо простое, нехлопотное и быстрое. За полчаса можно приготовить вкусный и сытный завтрак. Для приготовления нам понадобится теплое молоко, вода, яйцо, сахар, соль, дрожжи, подсолнечное масло, мука. Для начинки я взяла грибы, куриное филе, сливки, сыр, соль, перец. Первым делом приготовим начинку. Куриное филе моем и режем на небольшие кусочки. Грибы режем слайсами или кубиком. Кладем на сухую сковороду и тушим до испарения жидкости. Добавляем масло и жарим пару минут. Сливки. Солим, перчим по вкусу. Даем прокипеть 1 минуту. Выключаем. В теплое молоко добавляем воду, яйцо, сахар, соль, растительное масло. Перемешиваем. Добавляем дрожжи. Постепенно вводим муку и взбиваем до однородности. Готовую смесь накрываем полотенцем и даем настояться полчаса. Любой твердый сыр измельчаем на мелкую терку. На горячую сухую сковороду с антипригарным покрытием наливаем 2-2,5 столовые ложки теста и печем блинчик только с одной стороны, до румяного светло-коричневого цвета. С лицевой стороны блин должен стать пузырчатым и не влажным. Тут важно не пересушить, иначе блинчики будут плохо склеиваться. Формируем треугольник. На середину блинчика кладем начинку, посыпаем тертым сыром и защипываем края. Сначала с одной стороны, а потом с двух других. Блинчик можно защипывать полностью, а можно оставить отверстие. Готовые блины кладем на противень, засланный пергаментной бумагой, и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на 10 минут. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 10 блинчиков. Такие блины очень универсальные. Их можно подавать как завтрак или как закуску к праздничному столу.
Также можно брать с собой в школу или на Сегодня готовим невероятно вкусные, нежные и воздушные марокканские блинчики на манной крупе. Называются они багрир. В Марокко это популярная еда, продающаяся в палатках прямо на улице. Блинчики получаются пористыми, воздушными, в ингредиентах нет ничего экзотического. Продукты все знакомые и привычные. Нам понадобится мука, манка, вода, соль, разрыхлитель, сахар, дрожжи. В глубокую миску высыпаем стакан манной крупы с самого мелкого помола, который найдете. Стакан у меня на 250 грамм. Туда же отправляем просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель, дрожжи. Сухие продукты хорошо соединяем и заливаем теплой, но не горячей водой. Сначала 1 стакан, тщательно перемешиваем. Теперь еще 1 стакан теплой воды. Тесто хорошо перемешиваем венчиком и обязательно пробиваем блендером. Если такого нет, используйте миксер. Взбиваем жидкое тесто в течение 3-4 минут. За это время тесто приобретет абсолютно однородную структуру и становится довольно пышным и воздушным. После такой процедуры накрываем тесто полотенцем либо пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час. По истечении времени проверяем тесто. Как видим, дрожжи хорошо активировались. Тесто воздушное и пышное. Оно полностью готово к выпеканию блинчиков. Нагреваем сковороду на среднем огне. У меня антипригарное, поэтому масло я не использую. При необходимости вы можете смазать сковороду небольшим количеством растительного масла. Наливаем половник теста в центр сковороды, равняем и выпекаем только с одной стороны. Я использую маленький половник, чтобы блинчики получились небольшого размера. Мне так больше нравится. Такие блины можно делать пошире, на всю сковороду. Блинчик считается готовым, если на поверхности не осталось сырого теста. Донышко будет слегка золотистым. Горячие блинчики складываем на полотенце по отдельности, чтобы они не склеились между собой. Таким же образом формируем остальные блины. Из данного количества теста у меня получилось 13 блинов диаметром 15 см. Блинчики получаются очень мягкими, приятными на ощупь и очень вкусно пахнут. Из-за того, что сахара в тесто добавляем мало, вкус у блинов практически нейтральный. По вкусу они похожи на хлебную лепешку или пористый дрожжевой лаваш. Традиционно подают багрир с медом и сливочным маслом. Отдельно смешайте 50 грамм растопленного сливочного масла и 70 грамм меда. Подавайте с блинами. С таким сладким соусом багриры просто бесподобны. Мне еще нравится делать такие вот бутербродики с сыром и колбасой. Отличный перекус на работу или в дорогу. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Сегодня мы приготовим оригинальный салат из яичных блинов, салями, огурцов и зеленью. Этот салат станет отличным дополнением к праздничному столу. Для приготовления салата нам понадобится
колбаса, огурец, чеснок, яйца, молоко, мука, майонез, зелень, растительное масло, перец по вкусу. Для приготовления этого вкусного и необычного салата я использовала салями, но можно заменить ее любой сырокопченой колбасой, по вашему вкусу. Приготовим яичные блины. К яйцам добавляем молоко. Все взбиваем до однородной массы. Добавляем муку и тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. С помощью половника наливаем массу на сковороду и жарим, как обычные блины. Складываем в стопочку и даем остыть. Нарезаем остывшие блины тонкими длинными полосками. Огурцы нарезаем соломкой. Точно таким же образом нарезаем солями. Укроп измельчаем. К майонезу добавляем пропущенный через пресс чеснок. Перемешиваем. Соединяем ингредиенты и тщательно все перемешиваем. Благодаря колбасе салат можно не солить. Салаты с яичными блинами получаются очень нежными и приятными на вкус. Огурец приносит свежесть и сочность в салат, а чеснок добавляет пикантности. Если вы знаете, что еще можно приготовить из яичных блинов, напишите в комментариях. Также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!